Сейчас мы находимся на 5-м дивизионе Украины. И все, мы просто угораем здесь. Пошел ты в жопу, блядь. Я футбольный террорист. Террорист? Подумать, сколько есть. Ну давай, минут 15 у нас. Романтика! Приветствую, с вами Ваня Романтик. Я уже неделю путешествую по Украине, со мной все хорошо, как вы видите. И чтобы показать всю прелесть этой страны из глубины, сегодня я отправляюсь в небольшой городок под названием Виноградов, где в рамках чемпионата Закарпатья встретится футбольный клуб Севлюш против футбольного клуба Мункач. Это получится, если мы доедем на автобусе, который за моей спиной. Все так, Юрий? Так. И все? Да. Квак? Так. Все, до встречи. Поехали. Мы каким-то чудом доехали в Виноградов, и пока я ехал, у меня назревал вопрос. Ну не убегай. Зачем, когда мы куда-то передвигаемся, ты выбираешь транспорт свой ровесник? Подумать, сколько есть. Ну давай, минут 15 у нас обычно, да, выпуск идет, минут 15. Ну, а чтобы прочувствовать колорит? Колорит. На самом деле мы передвигаемся по горной местности между ущельями, и дорога, собственно, как горный серпантин. Поэтому и скорость передвижения транспорта соответствующая, она очень низкая. Например, с прошлого места ночлега до нынешнего мы ехали всего 130 километров, но это заняло целых 5 часов. Ну и плюс качество дороги тоже оставляет желать лучшего. Ямка на ямке, едешь как по трамплину какому-то. Заселяемся в отель. Сейчас спросим у Кати, а это жена Юры, сколько он нам обошелся. Катя, сколько нам обошелся номер? 2000 рублей на троих. 2000, ё-моё, 2000 рублей на троих, отлично. В принципе, если это был бы хостел, то это дороговато, но... О, это все меняет, завтрак, да. Ну, как бы, да, в принципе, чуть дороже, чем койка в хостеле, но так как это номер, то нормально. И с завтраком. Сейчас посмотрим, что внутри. В общем, обычный номер, хорошо, все чистенько, телевизор, кондиционер. Санузел не буду показывать. Вот, мы сейчас быстро скинем шмотки и пойдем гулять по городу. Юра, ты что кушаешь? Ну скажи. Сливы. Подножный корм. Ага, а где взял? Там. С дерева, да? Конечно. То есть ты футбольный экстремист? Я футбольный террорист. Террорист. Всю неделю мы путешествуем по Закарпатью, по различным селам, и каждая из них имеет по паре-тройке красивых мест, достопримечательностей. Виноградов тоже не выбивается из этого уровня. Есть несколько красивых мест. Это различные церкви, храмы, костелы. Это памятники архитектуры. Ну и, конечно же, для футбольных туристов это возможность попасть на новые для себя стадионы. За моей спиной вход на стадион Пластмассовик или Пластмассовик, не знаю, как правильно будет ударение. Сейчас пойдем посмотрим, что он из себя представляет внутри. Последняя лавочка стадиона. Больше не осталось. Конечно, зрелище довольно печальное, но мне такое нравится, да, как бы эпоха уходящей истории. Название стадиона появилось от названия завода, да, то есть завод пластмассы, видимо, была одноименная команда, которая в 70-х годах занимала лидирующие позиции в чемпионате Закарпатья, но как закрылся завод, да, и видно то, что стадион
к сожалению, также приходит в запущение по чуть-чуть, и я думаю, скоро его все-таки, наверное, снесут. Хотя место, где раньше, скорее всего, было тренировочное поле, сейчас сделали там искусственную поляну, и я видел, что некоторые матчи проходят там и по сей день. Практически все улицы здесь вымощены брусчаткой еще со времен, когда это было совсем другое государство. Еще этот город эксклюзивен тем, что буквально в 10-15 километрах он имеет целых две границы с Венгрией первую и с Румынией вторую, поэтому многие таблички в городе здесь даже продублированы на иностранных языках, чаще на венгерском. Обозри пиво, светлое и темное, эль, пшеничка нефильтрованная, балтийский портер или стаут. Мы сейчас в Виноградове, и этот город славится тем, что здесь очень много производят вина, но даже в этом городе мы нашли мини-пивоварню, которая делает свое собственное пиво, и сейчас мы его будем обозревать. У нас в бокалах севлюшский эль. Поехали? Погнали. Как тебе? Свежий вкус, очень ароматная, с горчинкой. Причем в норму с горчинкой. Сколько баллов? По пятибалльной? По пятибалльной. Четверочка. Четверочка. Хорошо. Значит, будет четверочка. Романтика! Спустя пару часов мы переносимся на стадион «Юность», где идет матч взрослых команд футбольного клуба «Севлюш» против футбольного клуба «Мункач». Сразу отвечу на самый главный вопрос, как здесь относятся к русским. Я вам скажу, ребята, это просто шикарно. Буквально через 15 минут после того, как мы пришли на стадион, нас узнали, точнее не нас, да, узнали Юру, руководители клуба, которые здесь спонсируют поддержание футбола в городе, которые спонсируют детскую юношескую спортивную школу, которая, кстати, одна из единственных во всей округе, у которой есть несколько возрастов, начиная от 6 лет и заканчивая стандартным выпуском из детской юношеской спортивной школы. Нас первым делом отвели в музей, мы посмотрели различные кубки, завоевания. Кстати, местная команда стала прошлогодним чемпионом Закарпатья. Потом нас пригласили за стол, и я думаю, можно услышать по моей речи, что голос немножко не такой, как обычно. Поверьте, это исключительно из-за гостеприимства местных людей. Ну что, теперь идем смотреть футбол и искать отличия нашего футбола от местного украинского. Забыл добавить то, что в плюс гостеприимству местной публики, местных людей, которые поддерживают футбол. Человек знал меня буквально 5-10 минут, он сразу первым делом подарил нам шарф. Кстати, у местного клуба очень-очень-очень крутая эмблема, не в сравнении с нашими клубами, которые друг у друга воруют какие-то элементы из фотошопа. Здесь эмблема простая, в принципе, но она детально проработана и очень красиво отображает традиции города, отображает то, что это все-таки футбольный клуб. Большой респект мужикам, которые подарили мне этот шарф. Спасибо. Молодняк налетел на пирожки. К сожалению, солнце падает так, что можно снимать только с одной стороны поля, поэтому пока что вам придется смотреть на меня исключительно с одной стороны. Я думаю, вам, как и мне, до этого было непонятно название команд, что местный, что гостевой. Это оба слова в переводе с венгерского означают два названия города нынешнего. То есть Севлюш — это было название города Виноградов, и Севлюш — это в переводе виноградный, до 1946 года, а Мункач — это нынешнее название города Мукачево, откуда приехала сюда гостевая команда.
Одно из самых главных отличий футбола в Украине от нашего – это большая численность на трибунах в низших лигах. Это сейчас идет матч 5-го дивизиона. Например, у нас в данной лиге соберется, наверное, человек 20-30, и то, если у этой команды есть какой-то маленький фан-движ. А здесь, как вы видите, собралось очень много людей, я думаю, порядка 400 человек, которые очень активно... Кстати, я подошел к фан-сектору. Ну и вы понимаете, по сравнению с нашими большими городами, здесь все немножко по-другому. Все любят футбол, и все на него приходят и поддерживают свою городскую команду. Помимо взрослых соревнований, здесь проходят еще и детско-юношеские. Я вот в Украине нахожусь там сейчас неделю, да, всего побуду 10 дней. Я могу свое впечатление составить про эту страну, но ты здесь живешь намного дольше. Вот скажи, как к тебе относятся, когда узнают, что ты из России? Ну, конечно, ко мне относятся как к обычному нормальному человеку. Нет никаких проблем. Ни касаемо русского языка, ни откуда я приехал. Все, конечно, понимают, что у меня есть русский акцент. Московский, я бы даже сказал, потому что я так и не отучился от этого. Но я не считаю это никаким недостатком, это нормально. Но при этом все очень дружелюбны, все очень дисциплинны. Это много раз подтверждалось в разных регионах, абсолютно разных регионах, в разных от городов до деревень. И все, мы просто угораем здесь. Самое главное оставаться человеком, конечно. И все будет круто. Конечно. Поддерживаю. Да. Итак, у нас начался перерыв. Местная команда ведет со счетом 1-0. Команда это Ральф, знакомьтесь, это немец, мы еще попозже с ним пообщаемся обязательно. Запасные команды вышли на поле, немножко разминаются. Как я понял, у домашней команды Севлюш цвета голубые, такие небесно-голубого цвета форма, а у гостевой команды домашние цвета красные. Но сейчас они играют практически в обратных цветах. Каждый матч проходит розыгрыш шарфов среди тех, кто угадал счет предыдущего матча. Была коммунистическая команда, была социалистическая команда. Самая сильнейшая это была команда Мокоби, еврейская команда. Мокоби. Потом была буревестник такая. Советские явления пиздюлей таких получили в 1947 году Динамо Киев, здесь пиздюлей, на этом стадионе. Да, на этом стадионе. Киев так завалили на Вы посмотрите, какое поле. Этому полю нет, никто бы не сравнился с этим полем. Но поле очень хорошее. Такого поля нигде не найдешь. Тут оно реально отменное по сравнению с нашими лигами 5-ми и 6-ми дивизионами. Сейчас мы находимся на 5-м дивизионе Украины. Здесь поле натуральное, ухоженное, коротко стриженное и ровное. У нас, наверное, на таком уровне исключительно встречаются либо неровные естественные поля, либо искусственные пластиковые газоны, которые никому не нравятся. Тогда мне сколько лет дашь, так сказать? Ну, Ара. 68 давайте. Пошел ты в жопу, большой. Много? Да хуя дал. Хорошо, сколько? 66. 66, извините, ну почти попал, Только что местная команда забила еще один гол, теперь счет 2-0 в пользу Севлюша. Юра уже расслабился, потому что он снимал первый тайм и стоит, пьет пиво. Но, Юра, скажи мне, пожалуйста, какой у тебя по счету этот стадион? 480-й. 480-й, ты Да, серьезно? у меня этот стадион 480-й. Друзья, вот для меня это очень много, но если вы думаете, что это очень много, сейчас я подойду к одному человеку. Ральф, tell me please, this stadium, which number for you? I think number 2,100 roundabout. 2100. 100, yeah. 2100 стадион, вы понимаете? Я не знаю, что еще сказать, как это прокомментировать. Это нереально, просто нереально.
Пиздец, блядь! Там холодно. Как давно здесь появился стадион? Это? Вот этот, да. Я уже не помню. Привет, играть. Когда вы были 60. маленькие, уже был. Какие? Конечно. Мой отец маленький был. О, ничего себе. Это стадион. Это весь район раньше был это Ну, Венгер. это что? Когда это стадион уже был здесь? Поле то, как и было, так и осталось. Просто здесь когда-то была деревянная трибуна. Да. А она была больше, чем это? Или Конечно, такая же, так, больше. так? Или прям большая, да? Большая, деревянная, с крышей, все. Потом ее снесли. Еще одно из характерных отличий местных стадионов от наших, что у многих рельсы, из которых раньше была железная дорога, используют для построения стадиона. Здесь, например, узкоколейная дорога, что является одной из достопримечательностей данного города, куда мы, к сожалению, сегодня не дошли, но, может быть, дойдем попозже. Как давно закрыли завод? Пластмассовый? Да. А, давно закрыт. Это, До развала? это знаешь, какой завод был? Завод не На закрытый, Союзе завод были два еще завода. работает. Ограк был. Он работает. Ограк был и В то виноград. время его На весь Советский Союз завод заработал. Там были Кто цеха. раньше был. В самом конце пообщались с местными людьми, которые давным-давно ездят на футбол, которые играли в золотые времена для местной команды. Правда, она еще до этого называлась «Пластмассовик», как я рассказывал ранее. Но они были чемпионами Закарпатья и до сих пор ходят на футбол. Им уже почти под 70 лет. Очень интересная истории, которые они рассказывали. Больше мы говорили, конечно, про быт, нежели про фанатизм. Пенсия на данный момент у человека, который проработал на заводе практически 50 лет, составляет всего 2000 гривен. Представляете? То есть проблема с пенсией стоит остро не только у нас в стране, но и здесь. В этом мы чем-то похожи. Когда я был в Виноградове, я пообещал парням сделать фотографию с Красной площади вместе с шарфом. Уже идет разгар осени, настало время выполнять обещания. Ну вот, готово. Окончательный счет 2-1. В целом футбол, конечно, очень отличается мировоззрение, отличаются люди. Я не представляю, чтобы я приехал в Москве на какой-нибудь стадион 5-й лиги, и меня очень гостеприимно приняли местные люди, накрыли стол, потому что они, оказывается, узнали про это. Мы с ними посидели, пообщались, никакого негатива абсолютно, все очень дружелюбно, круто. Если тебе понравился этот выпуск, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Подпишись на мой инстаграм, там много чего не входит в выпуски, всякие фотки, видосы и так далее, так далее, так далее. Ну а теперь не прощаемся. Я не могу. Давай. Hello, романтик. Yeah. Мы хотим сказать тебе, да, работай, что твой блог самый лучший блог в мире, потому что ты профессионал. Richtig? Да.